В этом видео поговорим о том, почему у ребенка могут появиться темные круги под глазами. Это связано с дефицитом железа. Это не обязательно значит, что у ребенка анемия. Дефицит железа может быть и без анемии, хотя, возможно, и анемия. Дефицит железа может привести к появлению других симптомов — усталости, вялости, головокружению, бледности, раздражительности. Бывает, что ребенку хочется льда или даже грязи и замедленный рост. Это потому, что железо необходимо для ферментов и транспорта химических веществ. Симптомов может быть много. Откуда же берется дефицит железа? Ребенок либо не ест пищу, содержащую железо, либо ест что-то, что блокирует железо. Еще возможна проблема с пищеварением, из-за чего железо не усваивается. Это может быть раздраженный кишечник или болезнь Крона, которые мешают усвоению элементов. Если ребенку давали антоциды, вполне вероятно, что понижена кислотность желудка, и кислотность нужно повышать. Если ребенку давали много антибиотиков, это тоже может мешать усвоению железа. Но самая распространенная причина дефицита железа у детей связана со злаками, которые они едят. Даже если ребенок ест цельные злаки, дело в том, что в отрубях есть вещества под названием фитаты. Фитаты есть в злаках и другой еде, и это химические вещества, которые связывают железо. Из-за них организму очень трудно его усваивать. И есть два типа железа. Гемовое железо — легко усваиваемое железо из животных продуктов. И есть негемовое железо. Оно содержится в бобовых и других растениях. Если ребенок ест недостаточно животной пищи, красного мяса, курятины, индейки, свинины, в этом и может быть причина, по которой у него развился дефицит железа. Ведь именно в животных продуктах содержится тот тип железа, который очень легко усваивается. Так что ребенку нужно перестать давать злаки, а вместо них давать красное мясо, печень. Если он не любит печень, есть печень в таблетках, но обязательно от животных травяного откорма. Морепродукты, моллюски, осьминоги, мидии, устрицы — в них всех довольно много железа. Устрицы можно есть даже в виде добавки. Но ни в коем случае не давайте ребенку железо в виде добавки, купленной в аптеке. Это совсем не то железо. Железо лучше получать из еды или пищевых комплексов. Просто кормите ребенка тем, что содержит железо. И да, оно есть в овощах и шпинате, но оно труднее усваивается. Если есть симптомы дефицита, давайте ему красное мясо, печень и морепродукты. Овощи и зелень тоже нужны, потому что в них витамин С и много других нутриентов. Ведь при дефиците железа обычно есть и другие дефициты. А в витамине С хорошо то, что он помогает усваивать железо. Ну ладно, спасибо за просмотр. Большое вам спасибо, что смотрите мои видео. Я вам очень признателен. Под видео можно оставлять комментарии. Напишите свое мнение.